Привет! Сегодня в видео мы с тобой посмотрим на еще одно доказательство того, что при грамотном подходе производителя, даже имея на борту всего лишь один единственный аудиокодек, беспроводные наушники могут звучать сочно, басовито и весьма недурно. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о новых внутриканальных наушниках Realme Diza Buds Z. На контрасте с недавней, как по мне, не очень удачной моделью Halo GT7 при плюс-минус той же стоимости в районе $25, эти наушники могут похвастать хорошим громким звучанием, стабильно работающим приложением для настройки всех функций, неплохой автономностью при 100% громкости, но что самое важное, за эти деньги производитель вкрутил сюда рабочий мультипоинт. И вот на данный момент получается, что перед нами самая доступная и при этом очень годная модель с этой функцией на борту. Для этого обзора я купил на Алиэкспрессе экземпляр в черном цвете, он же официально идет под названием Onyx, по всей видимости благодаря имеющимся темно-синим элементам снаружи ножек наушников. Зарядный кейс выполнен из матового пластика, в то время как сами наушники полностью глянцевые. Разумеется, такой подход на любителя, но пластик использован качественный и пока царапин не собрал. Футляр приятный, чуть приплюснутый и имеет скругление по всем углам. В принципе, его смело можно назвать pocket-friendly, сборка хорошая. Петля крышки пластиковая, но идет со встроенным в нее доводчиком, благодаря чему в открытом положении крышка не болтается, и это большой плюс. Доставать наушники из кейса после подзарядки проблем не доставляет, здесь разве что к глянцу придется привыкнуть. Внутри установлен аккумуляторный блок на 380 мАч, а в каждый наушник поместили по 43. Такой аккум способен заправить наушники с 0 до 100% 4 полноценных раза. Но вот, к сожалению, узнать ни точный, ни приблизительный остаток энергии в нем не представляется возможным. И не поможет в этом вопросе даже световой индикатор, что расположен на передней стороне, ведь информации о его статусах нигде нет, по крайней мере ни в инструкции, ни в приложении я такого не нашел. Подключение устройства к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Главного в паре нет, и любым из наушников после первичного сопряжения можно пользоваться по отдельности. Никаких кнопок активации и сброса до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Если все же понадобится перезагрузить гарнитуры, то делается это посредством сенсорных площадок на самих наушниках. В силу своей глянцевости исполнения сами наушники здорово собирают отпечатки пальцев. Основные корпуса с звуководами здесь немного меньше, нежели условно стандартные в других подобных моделях, так что для людей с маленькими ушными раковинами такой размер должен подойти хорошо. В моем случае посадка очень комфортная, но комплектные амбушюры поменять мне все же пришлось. Не то чтобы они были какого-то плохого качества, просто для лучшего эффекта прилегания я установил насадки чуть больше, нежели были в коробке под размером L. Как обычно, ко мне на помощь пришел мой выручай набор с Алиэкспресс, про который я уже неоднократно говорил в предыдущих обзорах. Эти амбушюры хоть и круглые, но прекрасно садятся даже на овальные звуководы, так что проблем с этим не случилось. Для настройки наушников необходимо скачать фирменную программу Realme Link, которая доступна в Google Play Market для смартфонов на Android. Внутри здесь все по-русски и разобраться с опциями проще простого. В верхней части экрана отображается заряд каждого из наушников, и, как я уже говорил ранее, остаток энергии в кейсе узнать здесь не выйдет. В разделе звуковых эффектов имеется 3 быстрых музыкальных пресета. Они рабочие и смогут изменить звучание под конкретные задачи. Помимо всего прочего, здесь же имеется рычаг включения абсолютной громкости. Это как раз для таких как я, кому предложенного из коробки максимума будет мало. Наушники сами по себе громкие, но данным действием, можно сказать, активируется дополнительный запас. Свой же тест автономности я, как всегда, проводил при полной нагрузке. 100% громкость с увеличением плюс динамический музыкальный пресет. При таких условиях наушники отыграли 4 часа и 9 минут в стереорежиме, после чего правый наушник сел. Но здесь позволю себе повториться, это их максимальные возможности. Если будешь слушать музыку тише, то и проживут они намного дольше. При всем при этом для наушников предусмотрена быстрая зарядка от кейса. За 10 минут, проведенных внутри, они наполнятся энергией для проигрывания музыки в течение дополнительных 1,5 часов. Разумеется, это время будет зависеть пропорционально от уровня громкости. За звучание здесь отвечают 10-мм динамические драйверы, что весьма недурно для бюджетных внутриканалок. При этом звук передается по единственному аудиокодеку SBC посредством протокола Bluetooth 5.0. И вот что характерно, наушники при этом не звучат плохо или даже как-то средне. Мне очень понравилось, как производитель поработал здесь над звуком. По моим ощущениям, он тут ничуть не хуже, нежели в Realme Buds Air второго поколения. Если по какой-то причине тебе не будет хватать низких частот, то их всегда можно навалить за счет бас-буста. Если же наоборот мало верхушек, то воспользуйся
пользуешься пресетом четкий, и все у тебя будет хорошо. В общем, по звуку вопросов у меня нет, сделали все отлично. Помимо своих стандартных функций, наушники имеют и ряд полезных дополнительных. В приложении можно включить так называемый автоответ, при активации которого во время телефонного звонка, всего лишь достав наушники с кейса, можно сразу ответить на входящий вызов. Также в настройках предусмотрен и рабочий игровой режим. Он обеспечивает более низкую задержку во время игрового процесса. По моим замерам, в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile наушники выдали результат в 160-200 миллисекунд, что вполне стандартно для подобных опций. Поиграть в принципе можно, на слух отставание заметно не так сильно. Третьей довольно интересной функцией является мультипоинт, работа наушников с двумя устройствами. Он здесь включается по активации жестом, но даже в таком виде имеется далеко не во всех даже более дорогих моделях. Штука очень удобная и желанная многими. Радует, что с приходом этой модели на рынок эта функция стала максимально доступной. Ну и разумеется, как и во всех прошлогодних моделях наушников Realme, причем даже в самых бюджетных, в приложении можно переназначить жесты управления. Для выбора доступны двойные и тройные тапы, а также нажатие с удержанием, как для каждого из наушников, так и для обоих сенсоров одновременно. Переназначить под себя можно любой жест, кроме двойного удержания, но, увы, управление громкостью опционально здесь не предусмотрено. В наличии имеется плей-пауза, переключение песен вперед и назад, вызов ассистента и активация мультипоинта. Встроенных датчиков автопаузы в эти наушники не положили. Ну и заключительным разделом в сегодняшнем обзоре будет тест работы микрофонов в различных условиях обстановки. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках Deezer Buds Z. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать ветер отсюда. Есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. У меня вот по правую сторону есть машина. Собственно, сейчас мы соединимся с большой дорогой, с главной дорогой, и будет еще сильнее шум. Вот таким вот образом отрабатывают шумодава в этих наушниках при вот таком сценарии использования с открытыми окнами. Так что все оставляю на твой слух. Еще у нас тест с печкой и, разумеется, тест на улице. Ну и по традиции у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, вот так вот. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодава в этих наушниках, если таковые имеются в наличии. И примерно как-то так тебя будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать в каком-то очень сильно шумном помещении. Да, без ветра, но тем не менее в сильно шумном помещении. Источник шума у меня находится где-то в сантиметрах 30. Печка выдувает, сопла выдувает, то есть очень шумно. Ну и вот так вот справляются с этим делом микрофоны. Ну что же, а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Deezer Buds Z. Я сейчас снова нахожусь в замечательном городе Королеве. Это проспект Космонавтов. Улица довольно такая шумноватая. Плюс еще мне вот сейчас в спину задувает ветер, но я сейчас поворачиваю, и он мне дует прямо в лицо. Можно примерно прикинуть, как отрабатывает вот шумодава в этих наушниках при вот таком сценарии использования, потому как ветер мне прямо в лицо дует в данный момент. Запахи понимать не хочется, выпадают осадки, и в принципе прохладно сегодня как-то. А вот еще один небольшой коротенький тест работы микрофонов уже в помещении. Я сейчас в торговом центре нахожусь. И вот как-то так отрабатывают микрофоны в наушниках Deezer Z при таком сценарии использования. Именно так все будет примерно слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать о вот этой гарнитуре, ну, находясь вот в каком-то процессе. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать однозначно, что модель получилась очень интересной, особенно на фоне недавних Halo GT7. Наушники Deezer Buds Z обладают отличными функциями и хорошим звучанием за вполне приемлемые деньги. Единственным спорным моментом здесь будет разве что микрофон. Как по мне, он слишком сильно давит сторонние шумы, съедая при этом и часть голоса. Тут уже, так сказать, на любителя. Кому-то такое может понравиться, а кому-то нет. Безусловным плюсом данной модели, выгодно отличающим эти наушники от конкурентов, является наличие мультиподключения. Ведь пока за $25 аналогов по совокупности всех функций на борту у этих наушников нет. Но год только начался, и подозреваю, что все еще нас ждет впереди. Поживем увидим. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем моем видео. Пока-пока.